Друзья, приветствую вас. Давайте пробежимся по основным событиям, которые произошли и что нас ждет на новой неделе. Так, пятница, 1 ноября. Давайте вот начнем с данных СОТ SFTC. Что у нас здесь было? По нефти американские спекулянты увеличили длинные позиции. По золоту тоже увеличили, причем достаточно ощутимо увеличили, то есть там порядка 10%. По индексу NASDAQ тоже увеличили значительно. По S&P тоже увеличили. Так, и по рублю небольшое увеличение произошло, то есть делают ставку на то, что рубль либо будет укрепляться, либо не будет ослабляться. Вот, и увеличили ставку на ослабление евро к доллару. Ну какие из этого можно сделать выводы? Предполагается, что на следующей неделе, по крайней мере в начале, нефть и золото будут расти, будет расти NASDAQ, будет расти S&P. Рубль либо в боковике, либо будет укрепляться к доллару. Евро, скорее всего, будет ослабляться. Насчет укрепления рубля в начале недели к доллару у меня есть некоторые сомнения, я их сейчас вам сообщу, в чем они заключаются. Так, ну давайте посмотрим, что у нас дальше было по ходу. Так, вот индекс доллара. Вот индекс доллара мы уже рассматривали, то есть он начал снижаться и, соответственно, дошел до сильной поддержки. 96-92. Соответственно, на следующей неделе посмотрим, как он будет взаимодействовать с этой поддержкой. Вот, то есть он ее по логике вещей должен пробить и сходить куда-то сюда. Вот. Ну, посмотрим, как события будут развиваться. Вполне может быть так, что будет какое-то событие, что он не пробьет, отрикошетит и пойдет на 98.13, вот эту цель, которую он не закрыл. Вот. Но я думаю, все-таки больше вероятность того, что он пробьет и сходит вот куда-то сюда. Вот, соответственно, это будет такое движение плюсом для евро и, возможно, для рубля. Так, китайский индекс. Ну, китайский индекс продолжает поджиматься, треугольники торгуются. Вот, но в целом, как бы, пока растущая тенденция локально. Посмотрим, к чему это приведет и как эта фигура будет разыграна. Так, американский индекс S&P. Вот здесь как бы ракета, исторический хай, летим наверх. Но есть один момент. Цена растет, объемы падают. Это говорит о том, что точка разворота, она где-то находится недалеко. Однако должен заметить, ожидание этой точки может продлиться достаточно долго и сжечь не одну тысячу шортистов. Вот, поэтому ее поймать, это, конечно, великое дело, но эта задача не всегда простая. Но если вот недельный график посмотрим, да, здесь наблюдается снижение объемов, то есть идет рост на снижающихся объемах. Это, как правило, говорит о том, что разворот где-то находится поблизости. Но только вопрос, когда он произойдет, потому что идет накачка деньгами, и поэтому вот эта неопределенная ситуация, она еще может достаточно долго продолжаться. Хотя, ну, с точки зрения здравого смысла и всех индикаторов, мы уже вот где-то здесь должны были развернуться и пойти вниз. Но, однако, так пока не происходит. Так, вот наш индекс ММВБ. Дневной график. Давайте нам месячный. Здесь он устойчивый рост, растущий объем, все хорошо. Так, недельный график. Здесь тоже рост, пробили сопротивление, объем растет, все замечательно, улетели в космос. Так, дневной график. Вот с дневным графиком ситуация обстоит похуже, потому что здесь рост, который происходит, он идет на падающих объемах. То есть, когда цена падает, объемы растут, когда цена растет, объемы падают. То есть это говорит о том, что где-то здесь уже вершина. И, наверное, все-таки вот по нашему-то рынку возможен либо разворот, либо какая-то корректировка на 2850-2800, может быть даже и ниже. Вот. Здесь все будет зависеть от Америки и от нефти. То есть если там кашлянут, то, соответственно, мы будем лететь быстрее них. Если нефть продолжит расти, то, может быть, мы еще немножко вытянемся вверх, сходим. Но, скорее всего, больше здесь на боковик или на движение вниз. Хотя бы на 2850 корректировка или 2800. Так, бренд. Это вот недельный график. На что хотел обратить внимание. Вот с начала года 2019 бренд росла там с 57 до 75. В апреле, в мае 71. Вот. Но при этом, если мы посмотрим сальдо торгового баланса нашей страны, то здесь как бы такой закономерности нет. То есть при росте нефти не растет также пропорционально сильно сальдо торгового баланса. Это говорит о том, что либо экспорт не прирастает, либо импорт сильнее прирастает, чем надо. Вот, но импорт сейчас, наверное, все-таки он не в лучшей ситуации находится. Тут скорее идет все-таки снижение экспорта за счет падения объемов продажи сырья. Это является неблагоприятным фактором. Кроме того, то есть если есть определенная зависимость, снижение сальдо торгового баланса, да, оно сейчас пока положительное, но вот тренд идет на снижение. Это в дальнейшем все равно негативно отразится на курсе рубля по отношению к доллару. Так, вот давайте вот бренд теперь посмотрим, дневной график. Ну, смотрите, вот здесь по дневному графику получается мы находимся в растущем канале. Такой вот растущий канал у нас здесь. Вот. И последний день
роста, который у нас был в пятницу, здесь, соответственно, объем он меньше, чем при падении. То есть это говорит о том, что рост этот он высосан из пальца, скажем так. И поэтому я думаю, в начале недели, понедельник, вторник, вот мы пойдем корректироваться либо сразу отсюда по нефти, либо вот дойдем до верха вот этой границы, но может быть 63 стукнем. И, соответственно, здесь она, я думаю, наиболее вероятно развернется и пойдет к нижней границе вот этого канала. Конечно, есть вероятность того, что она пробьет и верхнюю границу, и вот этот вот уровень сопротивления, но для этого нужны какие-то события, какие-то новости для того, чтобы нефть преодолела 63 и пошла на 65,1. То есть пока вот такой сценарий на следующей неделе, мне кажется, маловероятным. То есть, скорее всего, будет вот вдоль этого канала, то есть либо сразу отсюда корректировка, либо дойдет до верхней границы и, соответственно, пойдет вниз. Так, у нас получается здесь, давайте 4-часовой график поставим. Ну да, у нас здесь даже вот есть цель 59,6. То есть, скорее всего, он либо сразу на 59,6 сходит, либо вот он здесь проторгуется, сходит к верхней границе, и после этого там во вторник, в среду, в четверг пойдет на отрабатывать 59,6 и, соответственно, будет как-то взаимодействовать с нижней границей канала. Соответственно, если он его пробьет и объем будет расти, то пойдет он на 58,2 тестировать вот это значение. Вот. Но сейчас с учетом того, что начинается IPO Saudi Aramco, наверное, все-таки нефть ее будут держать на достаточно высоких значениях, потому что нужно разместить бумажки, и после этого уже тогда можно будет корректировать нефть. А пока, я думаю, все-таки нефть ее будут, по крайней мере, в диапазоне вот в этом держать, канале растущем. Вот. Или, может быть, даже загонят на 63 или 65,1. Так, это то, что касается нефти. Теперь, на что хотел обратить внимание. Вот индекс RGBI, это индекс российских государственных облигаций, он показывает исторический максимум уже какую-то неделю. Но это идет на падающих объемах, раз. И вот эта неделя закрылась моделью падающая звезда. То есть это здесь высока вероятность реализации разворотной модели и снижений вплоть до 142,5 по индексу RGBI. Ну и, соответственно, это повлияет на курс рубль-доллар, такое движение. Также хотел обратить ваше внимание на такой момент. Это фьючерсные контракты рубль-доллар. Вот если мы посмотрим количество позиций, которые у физлиц на 1 ноября открыто, то увидим, что шортов у физлиц 220 тысяч, а длинных позиций 800 тысяч. Это вот как раз на пятницу вечер, когда произошло снижение по доллару. То есть физики открыли определенное количество шортов. Если вот посмотрим 31 октября, накануне дату, то лонгов у физиков было приблизительно такое же количество, а шортов было существенно меньше, в 3 раза. 60 тысяч, а не 220. Вот у юриков приблизительно соотношение сохранилось. То есть у них только лонгов увеличилось, потому что у физиков выросли шорты. Вот. Что я здесь хотел сказать, на что обратить внимание. Вот это, как правило, банки, хедж-фонды, управляющие компании, которые риски свои минимизируют за счет хеджирования валюты. А вот это спекулянты, которые решили, что они пришли на рынок, и сейчас они заберут деньги вот у этих. Вот. Ну и, соответственно, вероятность того, что из-за того, что физики шорты открывали по доллару, то, скорее всего, во вторник, в среду их будут наказывать и забирать у них деньги. Вот. То есть будет, наверное, какое-то движение вверх по паре рубль-доллар в сторону доллара. То есть, да, потом, может быть, если нефть будет расти или торговаться в районе текущих значений, возможно, будет откат по доллару, то есть доллар еще немножко ослабится, но я вот в такую перспективу, что доллар будет существенно ослабляться к рублю, на текущий момент не особо верю. Кроме того, хотел бы обратить ваше внимание на то, что, во-первых, у нас все-таки сальдо торгового баланса, несмотря на такую нефть, оно все-таки снижается, хотя пока положительное. То есть, если есть тренд на снижение сальдо торгового баланса, навряд ли кто-то возьмется существенно укреплять национальную валюту. Первый момент. Второй момент. У нас экономика построена на экспортерах сырья, на крупных нефтяных там и других сырьевых компаниях. Соответственно, у экспортеров у них издержки в рублях, а прибыль у них в валюте. Соответственно, они не заинтересованы в том, чтобы была крепкая национальная валюта, потому что это позволяет, когда валюта слабая, им позволяет больше, национальная валюта слабая, им позволяет больше зарабатывать денег, потому что они получают выручку в валюте, они ее меняют на большее количество рублей. Соответственно, им позволяет минимизировать издержки за счет населения таким способом. Так, ну давайте посмотрим касательно курса рубль-доллар. Так, вот это вот у нас
график рубль-доллар tomorrow месяц. Что хотел обратить ваше внимание. Давайте вот сейчас месячный график посмотрим по поводу того, какие значения курса рубль-доллар, они, скажем так, наиболее проторгованные, наиболее весомые. То есть где эта пара, она с наибольшей вероятностью будет находиться. Во-первых, вот идет диапазон 65,5, 66,7. Вот этот диапазон. То есть в этот диапазон она будет стремиться попасть, потому что она здесь в наибольшей степени проторгована. Вот здесь вот тоже очень большие объемы проходили, и, соответственно, ей находиться на таком уровне достаточно комфортно. Потом идет 60, 63,1, вот куда мы сейчас подошли. Вот дальше идет определенный разрыв, и следующее значение это 60,15. Вот, но для того, чтобы к этому значению прийти, нужно пройти еще 3 рубля. То есть это сколько получается? Это получается 5%. То есть для этого должно какое-то просто форс-мажорное событие произойти. То есть, например, там нефть должна вырасти там, до 71 или 75. То есть пока как бы оснований для такого движения нету. Вот сейчас из всех рупоров в конце-середине октября раздавалось, что это самый мощный налоговый период в конце этого октября, и поэтому надо покупать доллары, в конце их продавать. Вот я думаю, вот это движение по доллару в пятницу по ослаблению доллара, оно как раз было связано с тем, что, во-первых, всех загнали в доллары, вот, и начали потом вытряхивать, и то, что нефть подросла. То есть мы закрылись, у нас нефть выросла, и вот на фоне этих двух сочетаний, соответственно, по доллару произошло такое движение. Я вот все-таки думаю, что по доллару мы во вторник, когда наша площадка откроется, увидим отскок. Скорее всего, этот отскок будет вот сюда, вот в районе 63,9 по USD Tomorrow. Может быть, даже протестируем 64,07. Вот сюда вот сходим. Ну или если смотреть 4-часовой график, соответственно, у нас получается цель движения это вот 63,98. Ну как минимум, скорее всего, я думаю, цель будет 63,83. Вот сюда вот. У нас здесь очень проторгованная область, и скорее всего он будет сюда уходить. Вот. Но, конечно, есть такой вариант, что доллар будет продолжать ослабляться. То есть это вполне возможно. Но в любом случае, вот если мы по этому графику посмотрим, вот давайте на недельку. Ну, я думаю, что в любом случае вероятность того, что пойдет ниже 62,15, вот этот проторгованный диапазон, она очень невелика. Вот. Соответственно, то есть, ну, может, конечно, он сюда пройти, и вот тем более у него здесь есть определенная цель 63,06, то есть он сюда будет рано или поздно стремиться прийти. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что сейчас конец года, то есть будет достаточно большое количество рублевой массы, которые будут, скажем так, куда-то размещать. Вот. И плюс то, что нашим экспортерам, которые правят балом, им не выгоден дорогой рубль. То есть для того, чтобы продавать сырье, рубль дорогой не нужен. И поэтому как бы вот эти вот фундаментальные причины, я думаю, они не дадут рублю сейчас сильно укрепиться. Но такое мое видение. Но на самом деле, конечно, здесь, как вы понимаете, процессы, они с определенной долей вероятности протекают. То есть он может вполне как бы и укрепиться. Но в любом случае, ну, против доллара, я не думаю, что вот мы это значение 62,19, 62,1 преодолеем. То есть, скорее всего, вот где-то здесь сейчас будет разворот и укрепление доллара. Но может быть вот консолидация, проторговка. Если нефть не начнет существенно сейчас расти, то я не думаю, что будет большое укрепление рубля относительно доллара. Оно еще может продлиться, но здесь уже идет укрепление за счет того, что идет репатриация капитала. Вот, и, соответственно, рост рынка. То есть покупают рубли и на рубли покупают наши акции. Вот, на мое видение, наиболее вероятный сценарий это либо вот торговля в диапазоне 62,98, 63,65. Вот, и скорее всего будет вот отскок во вторник на 64,52 вот куда-то сюда. Сейчас, не 64,52, прошу прощения, это крутовато было бы. 64,22 вот сюда, в этот вот райончик, скорее всего, скорректирует. Сначала вот сюда вот, я думаю, по-любому отскочит 63,9. И потом, может быть, заход вот куда-то сюда. Вот, но посмотрим. Тут зависит от цены на нефть. Вот, и от притока капитала. То есть, конечно, как бы может и укрепление рубля произойти, но я думаю, ниже этих значений сейчас оно, ну, вероятность есть, но она не очень высокая. То есть, вот 60, 62,85. Если смотреть по дневному графику, давайте по недельному еще раз взглянем. Ну да, где-то 62,
85, 62, 74, 62, 85. Ну, конечно, может вот сюда вот на 62,1 сходить, но я думаю, все-таки больше вероятность того, что вот если он начнет укрепляться, то здесь где-то он увязнет. Вот. А вообще, я думаю, будет во вторник, в среду отскок по доллару. И потом, если нефть будет расти, тогда да, тогда будет боковичок. Доллар будет торговаться в боковике относительно рубля. Так, ну давайте еще часовой график посмотрим. Так, ну вот часовой график у нас подтверждает, что вот у нас цель есть 63.95 вот здесь вот. И, соответственно, в ближайшее время, я думаю, он обязательно пойдет ее закрывать. Вот. И следующая цель это у нас 64.13 вот сюда вот. Ну, внизу здесь разворотная формация. То есть прошли большие объемы. Дальше волчок. И, соответственно, начался рост. Вот, поэтому я думаю, скорее всего, все-таки он будет укрепляться относительно рубля. Вот. Но о стопах забывать не надо. То есть, если он вот пробивает это значение 63.35, вот здесь вот, то, скорее всего, вот этот сценарий сейчас с ростом он отменяется. И он, соответственно, рубль будет укрепляться против доллара и пойдет сюда вот вниз. Отрабатывать те цели, о которых мы сейчас говорили. Так, это то, что касается рубль-доллар. То, что касается рубль-евро. Так, давайте рубль-евро сейчас. На секундочку оно загрузится. Так, ну вот здесь у нас схожая картина была. То есть тоже, ну, в силу того, что были нужны рубли, евро отлили в пятницу. Но чуть-чуть вот не дошли отработать вот эту цель. 70,72. Вот. Соответственно, если вот эта вот цель 70,72 и вот это 70,52, то есть этот диапазончик, он не будет пробит на растущих объемах, то евро тогда наиболее вероятно отразится и рост восстановится. Вот или она здесь какое-то время проторгуется, вот в этой консолидации, в этом диапазончике, и потом пойдет рост. Но если она вот пробьет на растущих объемах 70,52, то, соответственно, будет заход на 70,34, возможно, на 70,70, вот сюда вот. Вот. Но я думаю, что сейчас все-таки наиболее вероятный сценарий это либо сразу вот сюда отражение и отработка 71.20, или может быть она какое-то время поторгуется в этом диапазончике и потом восстановится и начнет расти. Но я думаю, сценарий ухода под 70.51, он ну, процентов 30, ну может быть 40. То есть все-таки я в большей степени делаю ставку на то, что либо отсюда начнется восстановление и отработка 71.20, или после посещения вот этого диапазончика здесь консолидация, либо сразу отскок и заход на эту цель. Такое мое видение. Спасибо за внимание. До свидания.